Здравствуйте, мои дорогие друзья, мои дорогие любимые подписчики и те гости канала, которые, быть может, совершенно случайно заглянули на канал Таро Немо. Таро расклад на любовь. Любовь, чувства. Чего вы не видите? Что скрыто в ваших отношениях? И что решил по поводу вас партнер? И, конечно, расклады на любовь, на чувства, на мысли, да, они популярны, скорее всего, среди тех, у кого в отношениях, ну, есть какая-то либо заминка, либо это сложные отношения. У кого все понятно, тут не смотрит, правда, будем реалистами. И, значит, есть какие-то детали, когда, ну, отношения не складываются так, как вам хочется. Или внешние события повлияли на жизнь вашей пары, а, возможно, и третьи лица тоже оказывают влияние. Итак, давайте с вами узнаем, так что же решил загаданный партнер, что он решил в конечном итоге, или куда он готов развивать, вести отношения в вашей паре. И для начала мы выполним сигнификацию вы и ваш партнер, что происходит в ваших отношениях прямо сейчас. Я знаю, что многим из вас подобные расклады именно на любовь, на отношения очень актуальны. Правда, их немного, вот поэтому я пытаюсь исправить эту ситуацию, хотя по комментариям уже их хоть и немного, но они есть на канале. Я вижу, что для многих тема актуальна. Итак, вы и ваш партнер, что происходит в отношениях между вами прямо сейчас, как видят карты. Ага, момент правосудия, момент вообще-то ясности, принятия решений. И тут так двояко. С одной стороны, это могут быть решения со стороны именно партнера, но мы именно смотрим, как и ваши, и его мысли. Где-то вы можете зеркалить друг друга и словно по судьбе отношения, ведь иногда это карта кармы, именно как судьбоносная встреча. Увы, не всем людям в нашей жизни суждено задержаться надолго. Часто это бывает, ну, какой-то жизненный этап, который мы проходим вместе. И вы учите чему-то человека, человек чему-то учит вас. Но, может быть, и наступает тот период даже расставания, когда сделали выводы и пошли дальше. Конечно, нам карта не говорит о расставании. Здесь какой-то переломный момент в ваших отношениях. Вот именно судьбоносный. Сейчас, может быть, в ближайшие дни или в ближайшие месяцы, в целом в ближайшее время решается, куда же идут ваши отношения, это точно. Может быть, это какая-то прежняя история для кого-то из вас, когда был брак. Все же у нас аркан правосудия иногда конкретно о судах, о том, что ведутся какие-то прения, есть разногласия, кто-то решает в судебном порядке. И здесь тоже. Значит, вот эта правда, она должна как справедливость восторжествовать. Кто-то, наоборот, из вас может быть в том отрезке жизненного пути и в отношениях тоже, когда была пауза, а вот теперь человек вдруг объявился, а вы у себя спрашиваете, а готова ли я продолжать или готов. Вот есть что-то такое, что должно быть уравновешено. Уравновешено и сделано по закону. Может быть, это теперь наступает тот момент истины, когда и вы от какой-то темноты или от каких-то вчерашних обещаний, видений, или из какой-то паузы, вам как дорога к свету. Но вот обратите внимание, в этой колоде «Колесо года» наше правосудие интересно. Тут как будто опадшая листва. Или, может быть, как вот шишки пустые уже, да? И поэтому такая вот зима, время года, холодное, отсутствие взаимопонимания. И здесь это у нас уже плоды. Все цветет и благоухает. Вот куда? Вправо или влево? В какую сторону справедливость в вашей судьбе перевесит? Или как вы сумеете договориться, вот что-то такое, или что каждый из вас думает продолжать? Ладно, вы и ваш партнер, что происходит в ваших отношениях прямо сейчас. Но по королю жезлов это могла быть и страстная любовь, страстные отношения. Могли быть обещания, но я часто говорю по этой карте, вам могут обещать, но делать не станут. Может быть, это и вы, раз вы смотрите сейчас наш расклад,
приходите к выводу, что и я ничего делать не буду. Я вполне такое могу допустить. Может быть, предыдущий период вы слишком много уже вложились, или, по крайней мере, слишком доверились у кого-то и так. И теперь вы тут тоже. Хорошо, я буду продолжать. У кого-то дела семейные, может быть, де-факто уже ваша пара не существует, а тут еще остались какие-то юридические вопросы. У кого-то остались вопросы по части денег, недвижимости, и вам это нужно тоже еще решить. И поэтому какие-то контакты будут продолжаться. Но в принципе, когда выпадает карта харизматичного лидера, вы оба можете быть достаточно сложными людьми, правда, мои дорогие, без обид. Но, по крайней мере, прямо сейчас каждый на своей волне. Каждый может ждать, какой ответный шаг будет делать партнер. Или задавать себе вопрос, что я получу от этих отношений. Вот тут хочется какие-то обещания перевести в реальную плоскость, что между вами. Но между вами сейчас однозначно. Вы не проживаете вместе, вы не находитесь вместе. Но иногда мы все разные, да, даже если приходится, как в одном месте нам проживать, но душой-то вы словно в разных океанах. То есть, знаете, как одиночество вдвоем. Есть вот такая фраза. По сути дела, уже состоялся какой-то разрыв. И отсутствие, полное отсутствие как и взаимопонимания, так и, может быть, есть разлад по части финансов. Но по этой карте, именно в этой колоде, место проживания, пребывания. Мы можем так вот сидеть, пригорюнившись, и анализировать что-то, сколько было обещано, или какие были красивые планы, но и на сегодняшний день как будто нет ничего. Разочарование, мои дорогие. У кого-то сожаление о том, что потеря времени. Вытоптанный сад. Тут действительно вот наши чувства как будто вытоптали. Словно кто-то прошелся, да, вот так в душу с сапогом влез и потоптался. Все разрушил. Какой-то сложный период вы уже прошли. Может быть, кстати, и человек, на которого вы, ну вот сейчас смотрите этот расклад, он тоже что-то подобное может думать. Ему что-то явно не нравится. Это факт. Ну вот проанализируйте. Каждый видит ситуацию именно через собственную боль. Но, может быть, есть какой-то пункт, когда и в ваших отношениях со стороны вас фраза какая-то была сказана, или ожидания, мои дорогие, не были оправданы партнера в отношении вас. Правда, тут такое может быть. Может быть, ему в какой-то период времени что-то не понравилось. Но и вам-то тут явно тоже много чего не понравилось. Потому что если мы говорим вот по справедливости, ну, есть та история, по крайней мере, вы-то это можете сейчас чувствовать очень остро. И невозможно договориться, или как-то очень сложно. Если нужно даже, вот у кого с позиции необходимости, нужно договариваться, нужно в каком-то контексте отношения продолжить. Это у кого-то, ну, может быть, даже семейный бизнес, к примеру, был. Вот вполне вероятно по королю жезлов. Или, как я сказала, нерешенные вопросы по части недвижимости, денег. Ну, может быть, и детки остались. Тут у каждого что-то свое. Но договориться чрезвычайно сложно. Как будто на разных языках люди говорят. Посмотрите, 2 пятерки– это 2 недостатка. И недостаток в каком-то материальном эквиваленте, значит, это как обещания, но они не были исполнены. И чувства, которые тоже когда-то были, но теперь вытоптаны. Ну, как-то сложновато, мои дорогие, правда, что между вами прямо сейчас бесконечный дождь, сплошное ожидание. В виде воспоминаний, может быть, и приходят какие-то картины из прошлого. Ну, вот и еще одна. Пятерка мечей, первая победа у кого-то из вас. Человек мог уйти жестко так, как бы, знаете, оборвав все. Может быть, вам пришлось себя восстанавливать после такой резкой перемены в человеке. У кого-то так проиграется. И вы очень сложный уже период к моменту прямо сейчас прошли. Может быть, это была какая-то боль внутренняя, несогласие, непонимание, почему человек так поступил. Но и
Знаете, может быть, у кого-то не было возможности контактировать с этим лицом. Или когда какая-то составляющая в ваших отношениях вас заставила задуматься, что, ну, буквально есть и у вас гордость. Может быть, это гордыня тоже где-то, вот гордость, гордыня. Вот тут, даже если двое достаточно сложных людей, но явно кто-то вот этот вот незаметный переход явно преувеличил. И этим самым мог обидеть, оттолкнуть партнера. Я такое, по крайней мере, допускаю. И если это вас оттолкнули, вполне вероятно, по пятерке мечей, человек, ну, как-то поступил жестко, поступил, ну, не совсем, может быть, даже порядочно, вы так можете ощущать, потому что по пятерке мечей разошлись, как в море корабли, это правда. И каждый где-то настаивал на своем, в итоге разошлись и прекратилось какое-то общение. Но обида осталась. Здесь может быть и обида тоже. Может быть, и договариваться нужно. Но я не могу сказать, что каждый, по крайней мере, по последней карте, вы готовы где-то наступить на горло собственной песни вот именно сейчас. Здесь, в принципе, знаете, как вы, так и партнер может думать, или будет по-моему, или никак. Сложные отношения. Здесь какой-то явно был либо разрыв, а если вы даже сейчас продолжаете отношения, то вы видите, что ведь правда, мы как будто совершенно разные. Мы не можем, ну, может быть, это и сложные отношения, знаете, из разряда тех, когда врозь вроде бы как скучно, а вместе тесновато, вот что-то такое. И как ты тут вот по справедливости решишь этот вопрос? По крайней мере, тысячи неопределенности, тысячи каких-то сложных эмоций, обид. Может быть, и каких-то, кстати, подсчетов Пентакли. Партнер может думать так же, да? Или вы. Я много вложился в эти отношения. Кто-то будет думать, поскольку Пентакли это всегда, ну, пятерка Пентаклей. Это и материальная составляющая, недостаток, да, но и недостаток, если взаимопонимание, то тут на уровне чувств. И здесь, знаете как, недооцененные чувства могут быть. Один из партнеров думает, я слишком много вложился в чувствах или в доверие, а второй это не оценил, а второй как раз может думать, а я слишком много потратил. И для него тогда чувства не имеют вообще никакой цены. Ну, ты же не заплатил или не заплатила. Для тебя это было, ну так, никак. И тогда один будет, может быть, это вы именно, смотрите этот расклад и понимаете, что, ну, мне этот период какой-то сложный. Посмотрите, тут явно что-то в затяжку долгое время. Вы явно были вот на той истории, которая продолжалась какое-то количество, может быть, и лет. Я больше вижу именно так. Я могу сказать также, мои дорогие девочки, что причиной разрыва было поведение партнера, потому что все же у нас тут король. И харизматичный лидер тут именно больше такое, знаете, мужское желание поступить по-своему. Мои дорогие мужчины, может быть, это вы были где-то инициатором разрыва. Может быть, тут тоже какая-то сложная составляющая. Но потом и женщина закрылась. Вот такое я тоже могу допустить. И как будто безысходность. Мы пришли к какому-то итогу. А итог этот где-то в тупике. Давайте узнаем, чего вы не видите. А это уже присутствует в ваших отношениях или случилось. Но явно тут была любовь. И знаете, тут с одной стороны был как перевес, перекос, потому что королева чаш– это карта ожидания. Кто-то подумает, что слишком это ожидание затянулось. А вообще это еще карта человека, который любит искренне. Поэтому в отношении одного из вас это явно была искренняя любовь, искренние чувства, искренние надежды. Причем те надежды, которые... Ведь это еще и карта альтруизма, причем того альтруизма, который переходит в жертвенность, в самопожертвование. Вот у кого-то было именно так. И вот все то, что я сказала, допустим, да, как по пятерке пентаклей. Один думает, что я вложил много денег, а другой партнер думает, что столько чувств было вложено. Или столько энергии
я, допустим, передала человеку. Потому что у нас тут пара, но разные люди совершенно. Разные ценности. Как будто в разных стихиях вы с партнером находитесь. И одинаково мужчины и женщины могут в такой быть ситуации. А ведь и правда отношения по судьбе. Вы учите друг друга и учитесь одновременно. Ладно, чего вы еще не видите? Но в ближайшее время как будто нам говорят, что будут изменения. Карта колесницы вообще это карта успеха или буквально какого-то перемещения. Может быть какая-то непредсказуемая ситуация по судьбе. Это может зависеть от внешних событий, потому что 2 старших аркана. Как будто вас по судьбе еще сведет судьба. Ну, у кого-то сведет судьба, может быть, слушанием в суде, а у кого-то даже, если вы на расстоянии, кстати, можете быть. Об этом нам тоже говорит карта. Но как будто я вижу, у судьбы еще пока заключительный аккорд не поставлен. Или не прозвучала какая-то заключительная симфония, да, или какая-то мелодия. И явно по судьбе есть какое-то продолжение. Но в том или ином эквиваленте нам не говорят. Может быть, у вас даже так получится, что какую-то встречу вам нужно будет, ну, как необходимо будет даже провести для того, чтобы либо расставить все точки над «и», либо какой-то важный разговор совершить, или, может быть, то, что вас пока объединяет. Оно пока какое-то время будет продолжаться, чего вы не видите. Вы можете, кстати, уже сами, с учетом верхних карт, поставить точку. И здесь явно будет какой-то может быть, даже маленький нюанс, который запустит механизм контактов, может быть, для кого-то механизм обновления этих отношений. Но давайте посмотрим, чего вы еще не видите. Здесь может быть даже встреча такая, которая в последний раз, мои дорогие, вот даже что-то подобное. Причем это может быть, когда вы резко засобираетесь в дорогу. Вот чего вы не видите. Вы пока не видите 2 карты перемещения. 2 карты, по сути дела, мало что перемещение, то здесь как мы отходим от какого-то прежнего шаблона или от какой-то прежней статической ситуации. И карта скорости, тут что-то ускоряется. Вот как-то внезапно, быстро, вдруг ваши отношения, или человек вам напишет, или человек вам позвонит, или, может быть, он вам что-то предложит. Я не исключаю, что и вы сами можете быть в такой ситуации, когда вам придется контактировать с этим человеком. Я это тоже не исключаю. И причем контактировать как-то очень быстро. Может быть, это у вас так складываются события в судьбе, что вам именно с ним нужно что-то согласовать. Но это я почему я сказала, как заключительный аккорд, потому что мы идем в будущее. Я не утверждаю, я вполне допускаю, что для кого-то даже после длительной паузы здесь могут быть как восстановление отношений. Но для кого-то это будут или будет та история любви, которая должна все равно как-то красиво закончиться. Но вы-то пойдете в новые отношения. Расклад общий, мои дорогие. 6 мечей– неоднозначная карта. Чего вы не видите? Вы правда чего-то не видите. Карта искаженного восприятия. Может быть, мы видим человека как-то однобоко. Может быть, и человек видит вас где-то однобоко. Мы в этом совершаем ошибку. Может быть, для того, чтобы провести важные разговоры или состоялась эта самая встреча, где-то карта говорит, ты не отказывайся. Пройти какой-то вам путь, как, знаете, линия судьбы. Она как предначертана. И резко, может быть, не выносить пока, по крайней мере, какой-то вердикт, не говорить с точкой «да», ну или точка в каком-то «нет», в отказе. Потому что сейчас чего вы не видите? Да вы правда чего-то не видите? Я должна сказать, что по старшим арканам вообще сложно трактовать. Почему? Это внешние события. Это ситуация в местности, где вы находитесь. И меня смотрят люди из разных стран. Где-то война идет. Где-то, ну, просто, может быть, неспокойно. Это могут быть третьи лица. Это может быть
как состояние здоровья буквально, понимаете, это как причина выступать, когда, может быть, вы вынуждены встретиться. Или это та причина, которая подвигнет вас именно куда-то отправиться. Вот я такое могу допустить. И, скорее всего, это будет сделать необходимо, потому что вам нужно что-то прояснить. Вот эта путаница, она должна закончиться. Да. В том или ином эквиваленте, чего вы сейчас не видите. Тут какой-то кризис. И у кого-то через кризис будет завершение отношений или перевод, когда вот то, что я говорила, нерешенные вопросы. Видимо, сколько еще потребуется времени для того, чтобы их решить. Вам придется сохранять контакты, как минимум, какую-то диалоговую форму. Ну или для кого-то из вас это, даже если будет поставлена точка, то тогда вы идете в новые отношения. Может быть, не так сразу, но тогда по тузу чаш это уже уход вот от этой первой победы, от этой конфронтации, от отсутствия взаимопонимания к новым отношениям. Вы чем-то все равно останетесь довольны. Вы сейчас этого не видите. Для кого-то словно мрак на душе. И кажется, что уже все, что могло, оно случилось, все произошло. Нет, еще не до конца, мои дорогие. Какое-то продолжение следует. Ну и вот, как я уже не повторяюсь, у каждого продолжения будет какое-то свое, понимаете? Но самое главное, мы рождаемся для того, чтобы быть счастливыми. И вот нам об этом как раз и говорит туз чаш. Давайте мы тогда спросим так. Планы партнера по отношению к вам. Ну как? Что собирается делать? Хотела сказать. Ничего не собирается делать, да? Вот смотрите, два рыцаря. Вроде какое-то движение. Но движение может быть по отношению к вам тоже. Вот я тут вижу, все же мы на партнера смотрим. Вы знаете, загаданный человек явно думает, как с вами, может быть, встретиться. Но, по крайней мере, он был бы не против. Вот то, что не против, это да. Но так, знаете, несерьезно. Все-таки два рыцаря. Ничего конкретного. То есть повстречаться, какая-то любовь, чувство, или наполниться чувствами. Может быть, сделать это что-то не очень дорого, кстати, рыцарь Пентаклей, тот, который очень продуманный человек, который тратит ровно столько, сколько сочтет нужным, но подсчет какой-то материальный человек ведет. И вот он ведет, чтобы ему как бы это так, не сглупить. Вот смотрите, интересно, да? Я ведь тут сказала по пятерке. У кого-то мысли такие, что слишком много вложился, потратился буквально материально, а у кого-то как часть себя отдал через эмоции. Как это оценить? И вот человек, может быть, это вы кого-то вдохновляете. Вы как передаете силу. И да, в реальности эту силу не переложишь на пентакли, на деньги. Но вы отдавали часть своей души. И явно человеку это помогало. А теперь вы явно не отдаете, потому что он в дурацком положении. Но сам-то он, ну, если и готов какие-то шаги сделать, то посчитать по ходу этих шагов, это точно, тут даже не зная карт. И вот он обнулить себя словно не хочет. Он постоянно считает. Тут какой-то прожженный прагматик. И вот следующие две карты это подтверждают. Здесь могут быть люди, которые, знаете, вот не умеют любить. Для них, ну вот, наверное, это искренность, чувство не имеет цены. Тут действительно человек не задумывается, что на самом деле это ценности. Это нечто более важное. Он привык как-то это оценивать. Свои действия, свое бездействие, ваши чувства или куда вы там вместе съездили, какие-то покупки, какие-то траты. Может быть, идется учет, да, буквально дебет, кредит, потратил сколько, на что, целесообразно или как-то неправильно потратил. Постоянный какой-то выбор. Мало что, смотрите, два старших аркана. Один нулевой, когда есть интерес. Может быть, это у кого-то, что он, как бы, планы, да, что он задумал и в каком направлении, может быть, планирует двигаться. То тут желание путешествовать, желание общаться по нулевому аркану. Но вот если как только доходит вопрос какого-то конкретного выбора, сложный выбор.
действовать. Дальше у нас идет день сурка, 4 мечей. Не то, вот как этот зверек. Я сейчас быстренько хоп и обратно в норке. Там тепло и сыро, пусть темно, ну и ладно, зато надежно. Там все понятно. Там я уже привык. Ну вот как-то так. Или остаться здесь, а здесь как-то холодновато. И, знаете, это ведь как по преданию увидеть собственную тень, столкнуться с собственной тенью. Так вот, человек есть то, что он даже не может прочувствовать и понять. И из-за этого, может быть, он совершает какой-то ряд ошибок. И вы его вот тут не научите. Он должен, знаете, вот, наверное, как по аркану Иерофант, должен пройти определенный период, прежде, может быть, прежде чем человек столкнется с какой-то ситуацией, что начнет понимать, что есть ценности. И эти ценности, может быть, в гораздо более широком объеме, нежели он себе это представлял. Вот этот выбор у кого-то из задуманных партнеров, загаданных, вот для них этот выбор сделать сложно. То есть выбор его идет все равно в сторону этой норки, где тепло, сыро, пусть темновато, ай да и ладно, зато вроде как все понятно, все знакомо. Тот человек, душа просит идти в новое, а где-то то, что как сила привычки тянет его назад. Странно, да? А, а на кону, вот, кстати, мои дорогие девочки, это вы могли теперь уже закрыться. А на кону какая-то очень важная женщина или какая-то тайна, словно. Да, вы так могли и остаться для человека, но как неразгаданной. Может быть, это даже пытаясь вас понять, какие-то глубокие размышления он и делал, но так ничего и не понял. Буквально, может быть, вы занимаетесь эзотерикой, гороскопами, вас это интересует тема, но не случайно вы смотрите карты Таро, и тогда мужчина может думать: ведьма. Увы, смешно в наше время, правда, но кто-то так может думать. Ну, это я так, вскользь. Но если мы говорим о тайне, об интуиции, слушайте свою интуицию. Особенно это касается именно моих дорогих девочек, потому что у вас тогда, если вы туз чаш, вы знаете, с этим партнером или без него, вам действительно как нужно с чем-то вот определяться. Вам будет помогать судьба. Если даже суждено какие-то этапы еще пройти, ну, значит, вы примете вы окончательное решение и разберетесь. Но вам тогда этот, может быть, ну, как заключительный аккорд будет сделать легко. Это вас не будет мучить. Ну, или вам позволит как-то более в последующем правильно строить отношения, потому что на кону уже другие отношения, как бы семья даже. Тут вам по судьбе семья все равно идет. Или какое-то надежное партнерство, мои дорогие. Ну да ладно, планы партнера по отношению к вам, что он думает и собирается делать? Хотя нам уже сказали, да? Но давайте все же. Ничего не собирается делать, хранит сам себя. Кстати, к вам может испытывать ревность. Ну и деньги хочется сохранить. Ну вот опять аркан влюбленный. Не может он сделать выбор. Это все то, что я долго сейчас говорила. Вы знаете, с одной стороны, вот как душа просит солнца, тепла, душевного тепла. Явно чувств не хватает, но не ценит человек чувства. Человек может быть более меркантильный. И вы, может быть, не вложились материально, но вложились духовно, душевно в отношения. Но для него это не имеет ценности. Но в нем будут происходить какие-то перемены неизбежно. И какая-то ситуация у вас будет проясняться. В первую очередь это у нас аркан Солнца и аркан именно ясности. Приготовьтесь, может быть, для кого-то из вас как минимум полгода еще будут продолжаться ваши отношения. Или если у вас вопросы решаются в суде, ну, тут всему свое время. Вот не случайно аркан Иерофант. Я вижу, что не очень быстро будет решен ваш вопрос. Еще какая-то траектория. Но ведь это карта эго, если мы говорим, что задумал партнер. Но вот то, что он и задумал, он считает это правильным. Планы партнера по отношению вас, к вам. Король Пентаклей. Но вообще-то это карта человека, который не любит терять. Это собственник, это консерватор.
С одной стороны, это консерватор, и где-то этот консерватизм может мешать в том, чтобы, ну, как сделать первый шаг, или определиться, или сделать выбор, потому что привык сохранять, привык, чтобы было так, как хочется. Где-то и ревнивец, может быть, мои дорогие, такое тоже допускаю. Может быть, именно ревность кого-то подталкивает именно к тому шагу, когда нет, отказаться не могу. Буду как-то пытаться, чтобы это было сохранено. Может быть, именно ревность побудит встретиться с вами и сделать еще какую-то очередную попытку. Да, это точно. Человек именно сам, я тут вижу, или ему как будто может помочь, знаете, его величество случай. Может быть, это связано с какими-то внешними событиями. Или он вам позвонит, напишет, и на первый план выйдут не то, что я тебя люблю, к примеру, да, или не то, что я хочу с тобой встретиться, а какую-нибудь там ерунду вам напишет. Ну, может быть, и не ерунду, а важное какое-то событие. Как будто пытаться, так, знаете, исподволь на какой-то стриженной козе с какого-то боку к вам подъехать, чтобы возобновить отношения или как минимум общение. И это может быть внезапно. Или с какими-то внезапными внешними событиями он вдруг напишет, ну, вроде как ему хочется знать ваше мнение или с вами что-то обсудить. Будьте к этому готовы. Что еще планы? Ну, тем не менее, да, человек будет стремиться к встрече. Стремиться к тому, чтобы для него уравновесилась вот эта ситуация недостатка по эмоциям. Он сейчас в себе не чувствует силы. Для него, может быть, вот это солнце, он пытается идти к этому солнцу, но, может быть, даже человек где-то незрелый. Да, я могу допустить вот по этой карте. Если раньше человек все считал, вот обратите внимание, как будто схватился вот изображенный человек за этот мешок сокровища, деньги, и вот, понимаете, настолько привык удерживать, что даже художник прорисовал крючковатые такие пальцы. Но вот уже теперь как будто не контролирует, что у него ж тут все его богатства постепенно выпадают уже из мешка. Он ослабил уже где-то эту хватку, потому что он остается один. Кто-то остался в одиночестве. Может быть, прежде человек думал и, кстати, с вами расстался. У кого-то это проиграется. Расстался из-за того, что появились третьи лица. Другой партнер или партнерша. Или в силу менталитета, в силу каких-то третьих предпочтений. Может быть, когда человек слушал или собирал мнение окружающих, а сам, надо было самому делать вывод, а он как-то думал, что нет, пойдет по-другому, а пошло так, как надо. Но вот я сейчас вижу, явно ваш человек в одиночестве. Пусть это была прежняя история, когда, ну, какой-то неотразимый герой был, ну, по крайней мере, неважно, кто там, женщина или мужчина были, но чувствовали себя, что именно вот прямо, может быть, и период, соответственно, был у человека, когда он как на гребне успеха, а потом нет, все закончилось. С вашим уходом, мои дорогие, завершился праздник, и человек остался один на один. И вот две разные четверки, вроде 4, но совершенно разные карты. Вот это праздник после победы. Хочется и победы, хочется и праздника человеку взамен какому-то периоду отчуждения и одиночества. По крайней мере, что он думает, планы. У него какой-то реванш, как и взять, потому что ему снова хочется испытать те эмоции. Ну, тогда давайте спросим. Тогда действия. Самое главное, наверное, да? Так что же он решил или на что он решится? Его действия. Действия закладанного партнера по отношению к вам. Думать мы можем многое, переосмыслять тут, и целый ворох каких-то событий уже нам показывают. А тем не менее, каковы действия загаданного партнера? Сам пока не знает, пытается за вами наблюдать, пытается вас просчитать, но вы для него что-то такое непонятое, скрытое. Может быть, кстати, внутренние страхи ему тоже мешают, потому что вы для него, как знаете, мои дорогие девочки, женщина-загадка.
праздник какой-то, вы знаете, есть какая-то составляющая, вот я так думаю, он может узнать какую-то, например, новость. Может быть, это важна новость и для вас будет. И вот именно с этой новостью он к вам объявится и будет ее транслировать как какую-то возможность. Вот этот праздник, который будет пытаться переложить на именно взаимоотношения с вами. Он будет пытаться вас чем-то заинтересовать. Или как-то удержать с вами контакт, обновить как будто контакт, да, вот посмотрите, рождение птенца, тут как рождение чего-то нового. И в принципе, когда, ну, может быть, тут даже, знаете, могут быть такие письма или разговоры, что я там, допустим, был неправ, все мое окружение мне сказало, что я сделала ошибку или сделала ошибку. Тут вот даже так могут подавать вам какую-то историю, что нет, вот раньше я был неправ, потому что меня уговорили, к примеру. Вот так может партнер рассуждать. Потому что он именно сейчас уже продумывает, каким бы это таким заходом совершить, приблизиться, вот, да, вот этот подход к вам совершить для того, чтобы состоялся важный диалог. Или как отношения получили какое-то развитие, или получили какой-то импульс. И как это сделать, не придумал. Может быть, и были какие-то планы, но уже все считает, поэтому посчитает, скажет: нет, что-то сопряжено с риском, куда-то я не поеду. Или, ну, к примеру, мы ведь тут можем по-разному трактовать каждую карту, и где-то вы чувствуете сейчас одно, но методы у каждого свои, ощущения свои. И мы говорили, у одного ощущения явно со стороны или чувство, искренность. Это ваша сила, ваша энергия, которую вы передавали партнеру, а со стороны партнера деньги. Ну, тут вот каждый из вас может быть в каком-то своем амплуа, поэтому перекладывайте на себя. Но восьмерка жезлов – это как жизнь ускоряет свой темп. Действительно подтверждает, как новость, словно сорока на хвосте принесла. Здесь нам орел летит и несет свиток. Эта карта, и нам человек показан, удивляется, он поражен тем, что он слышит, или открывается какая-то возможность. Почему часто очень эта карта, когда словно тысячу дорог сходятся в одной точке. Есть какой-то пункт, когда нужно как будто действовать. Может быть, это касается партнера, действия, когда действительно какая-то приходит либо долженствующая информация, которая его буквально толкает в спину. Ну, может быть и так. А может быть, это инсайт, наконец дошло, мы будем говорить. И такое тоже вполне вероятно. Но для вас тогда будьте готовы к элементу внезапности. Вообще, это карта трансформации, пусть не в этой колоде. И для многих из вас я такое вполне допускаю, что как раз вот эти карты и говорят перевести отношения на новый уровень. Ладно, а что там за уровень? Действия загаданного партнера. Но подсчет никуда вы не денетесь. Будет так вот медленно, может быть и верно. Ведь ничего плохого в этой карте нет, но подсчет вы не можете как бы отменить. Видимо, это составляющая человека. Вверху у нас как раз король Пентаклей. Для кого-то из вас это будет тот человек, который не привык терпеть фиаско, не привык терять. Может быть, есть и элемент ревности, который удерживает человека, или двигающая сила по отношению к вам. Я такого тоже не исключаю. Но тогда приготовьтесь. Да, сначала как скорость идет, а потом продвижение такое, знаете, очень продуманное по рыцарю Пентаклей. Но я не исключаю, что у кого-то это могут быть подарки, встреча с человеком и с его стороны, с вашей стороны чувства, а с его стороны как помощь. Или если не помощь, но какое-то материальное участие. Может быть, вы встречаетесь, да, даже где-то. С вашей стороны чувства, ну, к примеру, а со стороны человека оплата идет. Ну, все же есть такой момент. Девятка чаш, конечно, именно в этой колоде нам обрисовывают семью, я должна это сказать. И вот эта божья коровка, как, знаете, фортуна, его величество случай. Это, безусловно, будет присутствовать в ваших отношениях. Но все же это карта материального успеха, об этом мы не будем забывать. И значит, тут может быть какой-то все же приятный жизненный этап, когда нет проблем материальных, и вроде бы как есть и согласие тоже. Или для кого-то из вас
Но, по крайней мере, разговоры могут быть возобновлены о том, чтобы, даже неважно, если у кого-то сейчас на этапе развода, может быть, как раз наоборот, заключить повторный брак. Вот метаморфозы в жизни бывают, мои дорогие, и такие. Ну, вообще по этой карте физическое здоровье, удовольствие, ну, изобилие, процветание. Ну, может быть, это какой-то длительный период, вот, кстати, пока вы будете строить эти отношения. Но для кого-то из вас, что он решил? Может быть, решил человек постепенно вкладываться. Ну, тогда по рыцарю Пентаклей помощь какая-то может быть. Но сказать, что вот она сразу будет, как вот изобилие, процветание, не, мои дорогие, я так не могу. Ладно, действие в отношении вас. Ну и будьте точно так же готовы, что после какого-то периода активности будет пауза. Увы, эта карта называется «Служанка в ожидании». Вам придется принимать какие-то важные решения. Очень странно. С одной стороны, эта карта говорит хорошие вести издалека. Как будто мы получаем эти вести. Но после, и мы уже об этом с вами говорили. Может быть, это для вас, кстати, будет какое-то захватывающее предложение, неожиданное, со стороны партнера. И вы увидите, что да, пусть в общем каком-то контексте вы уже теперь смотрите более, так знаете, четко, здравомысляще, без эмоций. Вы-то тоже за это время изменились очень. Вы теперь тоже где-то можете быть, с учетом Верховной Жрицы, хотеть сохранять свою независимость и еще раз не получить какой-то фиаско в плане чувств. И вполне вероятно будет такая составляющая, когда вы надумаете продолжать эти отношения, потому что вы в этом видите выгоду. Ну, как-то так, потому что жезлы, дела, работа, бизнес и откуда к нам приходят деньги. Вот тут может быть какое-то партнерство у вас, которое идет, или что-то вам такое предложит человек, как альтернативный вариант развития отношений. Но вам это хорошо нужно додумать. Хорошо, с чем это связано? Карта мага. Тут надо хорошо подумать. Тут два сложных человека. Вы обладаете интуицией, но где-то и человек-то тоже. Но вы более чувственны. Вы умеете дарить тепло, добро, эмпатию. Маг – более холодная карта. Это та карта, которая говорит о человеке. Все-таки для него он большой материалист и практик. И его, вот знаете, его никак не переделаешь. Поэтому с его стороны могут быть манипуляции. Зри буквально в оба. Слушай подсказки собственной мудрости. Ладно, давайте, хочется спросить. А можете ли вы доверять этому человеку? Старший аркан. Тут даже не просчитаешь его действия. Он будет быстро или может менять свои действия. Быть для вас где-то непредсказуемым. И логически человека не понять. А вот интуиция вам будет давать правильные подсказки. Мне хочется достать одну карту. Можете ли вы ему доверять на каком-то этапе? Или когда вы слышите какое-то предложение. Или когда вы уже вдвоем рассматриваете какой-то эквивалент продолжения ваших отношений. Можете ли вы доверять загаданному человеку? Однозначно карта-то ведь и не говорит. Десятка мечей оставь прошлое в прошлом, как будто, да, закрой дверь. И здесь, знаете, с одной стороны, ведь это тоже трансформация. Мы можем прежние обиды точно так же в прошлом оставить, правда? Почему нет? Можем и самого партнера в прошлом оставить тоже. Так можете ли вы доверять? Карта ностальгии. Хотя точно так же эта карта будет говорить и об искренних отношениях. Но это больше, знаете, как воспоминание о прошлом. И это страх перемен, все равно он присутствует. Можете ли вы доверять?
Карта иллюзий. Ну, наверное, сколько ты не доставай карт, мои дорогие, будьте внимательны все-таки, да. Вот есть, будет какая-то, да, как и период ожидания, или, может быть, будет какая-то путаница. Мы уже с вами говорили, что человеку еще захочется, ну, проманипулировать, или по-другому не может человек действовать. Поэтому и вы, мои дорогие, будьте готовы к тому, что, ну, если бы мы предвидим, что нами могут пытаться манипулировать, ну, тогда и вы, может быть, вам дается как возврат ваших отношений для того, чтобы для вас самих, вот в плане даже каких-то денежных вопросов. Для кого-то это может быть переезд, может быть, это какие-то важные согласования, оформление важных документов. Вы для себя что-то сделаете хорошего. Или вам чем-то эти отношения, это железно, они вам помогут. Тут еще, как, знаете, песня не спета. И определенно, с учетом девятки чаш, есть ваши плюсы и бонусы. Но сказать о стопроцентном доверии нет, я не могу. Поэтому берегите себя. Для вас сложный вот такой период, когда и вам самим тоже нужно быть великим манипулятором. Но, видимо, так складывается все, потому что не замечтаться – это точно. Не понадеяться, если вы слышите, вам рассказывают какие-то басни, которые вы уже многократно слышали. И вы знаете, что потом это заканчивается только ностальгией и разбитым сердцем. Или когда воспоминания, все, больше тут нет ничего, то тогда и иллюзий не должно быть. А если были какие-то проблемы в отношениях не решены, или человек не готов меняться, а готов вас менять, скорее всего, ну так тоже будьте реалистами. Перекладывайте на себя, мои дорогие. Я надеюсь, какие-то подсказки вы получили. Может быть, это для вас заключительный аккорд, повторюсь, что есть все-таки, как будто, понимаете, у кого-то проиграется, словно нужно забрать свое. Или часть самого себя, может быть, из этих отношений. И у кого-то даже есть материальный эквивалент. Вот именно вашим прежним контактам. Или тому, что вам было обещано, но не исполнено. Тогда вам по судьбе, словно сама судьба будет подталкивать по отношению к вам партнера, чтобы это и уравновесилось как раз. Может быть, по вселенскому закону. Я этого не исключаю, но есть явно судьбоносность. И в ближайшие полгода ждите, как-то тут будет продолжено. Ну, вот такую историю нам сегодня рассказали, а я буду благодарна вашим комментариям. Я всегда очень внимательно читаю, и мне интересно. Я, правда, не всегда отвечаю, мои дорогие, прошу извините, и надеюсь на понимание. Времени категорически у меня не хватает. Но я могу анализировать, насколько мои расклады, эти карты, которые я трактую, откликаются вашей душе. Оставайтесь со мной. Подписывайтесь на мой канал. Я вас люблю. И вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.